Доброго времени бытия! 21 июня в России состоялся релиз, долгожданный многими игроками Taris Land. И как большинство игроков, скачав игру на свой компьютер и покинув свое старое место обитания, решил проверить, что же такого подготовили нам китайские разработчики в этот раз. Но перед началом хочу поделиться с вами окном, в котором будет происходить сбор средств для развития канала. Продолжаем. Налейте чай, кофе, приготовьте вкусняшки, на связи Нелла, приступаем. Сразу хочу отметить, что обзор я делал сугубо по своему впечатлению, и никого ни в коем случае не хочу принуждать к чему-то или оскорбить кого-то. И начнем мы по порядку с лаунчера и главного меню игры. Тут, как и везде, стандартный лаунчер, в котором мы регистрируемся, чем даже напоминающий лаунчер World of Tanks. Тут же у нас находятся все новости и прочая информация. Само же главное меню довольно приятное за счет красивого ролика на фоне и стандартного выбора сервера. Хотя и была у игроков проблема с тем, что игра при регистрации выдавала сервер сама, без возможности его смены. Но в моем случае, когда я зарегистрировался и запустил игру, мне дали полную свободу выбора сервера. Теперь затронем пункт, который связан с созданием персонажа. Для большинства игроков данный этап как отдельный вид искусства, в котором некоторые тратят даже целые часы, чтобы создать своего персонажа с уникальной внешностью. И по классике жанра нас приветствует меню выбора класса. Так как игра новая, классов здесь небольшое количество. Кто знает, может разработчики ведут еще, но это совсем другая история. И сразу хочу отметить большой минус, это гендерная привязка. То есть вы не можете выбрать пол вашему персонажу, так как он привязан к классу. А для любителей лоли персонажей здесь отдельное разочарование. Их тут просто нет. Что касается уже выбора внешности, даже на мой странный вкус, ее здесь можно пересчитать на пальцах одной руки. И выбирать по сути не из чего. Единственный способ это дарить разработчикам свои деньги ради платных образов. Графика и в целом игровой мир. Мир на удивление довольно огромный. Путешествия по локациям как по мне отдельное удовольствие. Каждая локация отличается друг от друга и хорошо детализировано. Вот что касается графики, тут тоже каждому на свой цвет и вкус. Я даже играл в пиксельную террарию и Project Zomboid, так как по мне в игре важна атмосфера, в которую тебя погружают, и геймплейная составляющая. Единственное, что хочется отметить за минус, это при хорошем проработанном мире с тенями и прочим, персонажи смотрятся плоскими из-за отсутствия теней и прочей косметической детализации. Да, я понимаю, что возможно игра делалась под стиль того же Варкрафта, но можно было бы хотя бы глаза не стеклянно-плоскими делать. Теперь поговорим о самом интересном. Это о геймплейной составляющей. Она оставила у меня двоякое впечатление. Начнем по порядку. Сюжет. Как и в других MMORPG, для меня он играет минимальную роль, а иногда при необходимости вчитываюсь в него. Одна из причин — языковой барьер. Мне довольно трудно слышать англоязычную речь и в этот момент читать субтитры, еще пытаясь смотреть, что на экране происходит. Да и является он тут так для набивания опыта и для добавки свободного времени. Единственный раз, где меня привлек сюжет, был Lost Ark. Но там и интриги, и заговоры, ну и русская речь присутствует. Поэтому и посмотреть ролики можно с спокойной душой, без вчитывания и понимания, что происходит. Что касается системы прокачки, к ней отношусь положительно. Здесь и прокачка навыков, ветки талантов присутствует, какая-никакая вариация билдов, улучшение дополнительных статов, система крафта вещей и развитие профессии и так далее. Минусы, которые я могу выделить тут, это отсутствие геймплейной кастомизации. Если попроще, то когда ты одеваешь снаряжение, меняется внешний вид твоего персонажа. И самый жирный минус — это массовый поток информации всего из-за быстрого повышения левела. На тебя все вываливают в таком быстром темпе, что ты забываешь все и пытаешься вникнуть хоть во что-то. PvE и PvP контент. Тут отдельный огромный плюс за PvE контент. Данжи уже не типичные, имеют механики, которые нужно выполнять, или вся ваша команда умрет. Нету автобоя, как обычно это принято в мобильных кроссплатформенных MMORPG, из-за чего игрокам уже придется играть руками и думать, что делать. А вот что касается PvP контента, тут все очень плохо. Начнем мы с того, что в игре отсутствует динамика боя. Да, у вас есть кнопка для ускорения бега или рывка к врагу, но сами умения вы просто по ним клацаете, нанося урон. Я играю на ассасине, вот класс вообще не имеет рывков на умениях и тому подобное, что для меня является довольно непривычным, когда я привык использовать весь skill set класса для маневров и других трюков. Ну и конечно, жирнейший минус — это отсутствие баланса. Вас просто переедет человек выше вас по мощи, и вы не сможете переиграть его какой-либо маневренностью, если только толпой его запинаете в случае, если разрыв у вас будет небольшой. Еще один минус для меня — это использование умения с помощью клавиш цифр.
с ПК-версии. В свое время я потратил кучу часов на игру в Dota 2 и League Legends. Оттого мне удобно использовать стандартный набор клавиш. Что касается мобильной версии, то там все так же, как и в других играх подобного жанра. Подведем итоги. В целом, у игры есть потенциал, и здесь есть чем заняться и где убить время. В любом случае, каждый сам решает для себя, играть ему в данную игру или попробовать поиграть. Но меня Tarisland не привлек. По большей части отсутствием динамики, из-за которого PvP для меня становится скучным. Буду ли играть я дальше? Маловероятно. Также продолжу играть в Dragon Rage. Возможно, пока не выйдет действительно достойная замена, которая заманит своей загадочностью и атмосферой. На этой ноте я с вами прощаюсь, вы все так же можете подписаться на меня и поддержать лайком. Также вы можете помочь развитию канала, ссылка на Donation Alerts будет в описании. До скорых встреч, пока.